сегодня вторник, 17, да, 17 сегодня марта. Представляете, у меня до сих пор стоят розы в таком вот идеальном состоянии. Мне Марк подарил их 7 марта, вот накануне 8 марта. Вот уже 10 дней они стоят. Посмотрите, какие свеженькие. Очень долго они стояли в воде с тем порошком, который шел с этими цветами. Но потом стала вода мутнеть, и я как бы, поменяла, стебельки отрезала и думала, ну все, без той жидкости, то есть без того порошка, они, наверное, сразу начнут сбрасывать листочки, сразу начнут вянуть. Ничего подобного. Это я сделала в субботу. В субботу, по-моему, да, потому что вода уже была жутко некрасивая. Они стоят. Вот, и как видите, они вообще не продолжают благоухать, они продолжают быть такими вот красивыми, свеженькими. Я просто в восторге. И не понимаю, в чем здесь у них фокус, что цветы реально долго стоят. Вот, потому что я помню у нас, даже при всех вот этих махинациях, манипуляциях, вот, да и помню, даже добавляла я и Доместос уже советовали, но все равно, такими, чтобы они вот свежими стоят 3-4 дня, вот, максимум 5, а чтобы они стояли 10 дней, я не знаю, честно, у меня такого не было, разве что, может, какие-то такие ромашки, знаете, герберы, там, хризантемы, но не розы, тюльпаны, это точно. Это вообще весна во всей красе. Еще сегодня и теплынь, 15 показывает, но все 20. Все 20. Не вот так вот жарко очень, очень жарко. Я взяла хорошо, хоть я ее светлую одела, жилетку. Вы представляете, сегодня опять забастовка. Это уже анекдот. Я планировала себе сегодня поездку. Вот этот винтажный магазин. И вот, получайте снова. Снова все не слава богу. Дети планируют поехать в тренажерный зал. И тоже, я вам скажу, не так прям далеко. 7 остановок, но тоже это прилично. Там через мосты нужно добираться, тоже пешком не дойдешь. Там через автобаны, там, короче, пешком нет. Такое. Все планы через, понимаете, коту под хвост. Как можно что-то планировать здесь? Я уже не могу. Вот правда. Ой-ой-ой-ой-ой. В общем, я решила не ехать, понятное дело, потому что пока ходят раз в 1,5 часа, к вечеру могут вообще не ходить уже, как в прошлый раз было. Идти мне оттуда прям, очень далеко пешком. Не хочу я, того не стоит. Вот доехала, думаю, поеду в торговый центр, куплю хоть там жидкое мыло. Такую всю ерунду по хозяйству нужно купить. Как раз был в противоположном направлении. Вот, 5 пришла, и так, видите, людей наполовину высадила и поехала в депо. Все идут. Вон следующая идет. Она тоже идет в депо. Вон написано Стелплац. Все, нет смысла. Тоже водитель всех выгоняет. Кошмар какой-то, честно, первобытный строй. И все. Уже нет слов. И что-то через пару дней опять будет. И опять Марк сегодня пошел на занятия. Занятий тоже нет из-за забастовки. Знаете, без комментариев. И все. Мир просто как бы сошел с ума. Уже даже ограничивая себя от новостей, стараясь даже не углубляться, не читать. Просто повседневная жизнь, хочешь ты того или не хочешь, она тебя просто... Вот видите, все идут туда, в депо, и все. Ты просто сталкиваешься с этим, и все. Ой-ой-ой-ой-ой. Дети тоже пошли в тренажерный зал пешком. Даже там еще палец там что-то болит. Не знаю. В общем, день сегодня оставила. Точнее, он у меня свободный был, но я все запланировала. Вчера же убрала, приготовила покушать. Специально запланировала, чтобы поехать, посмотреть, поснимать. Погода хорошая. И все.
Решила я, пользуясь случаем, зайду в Зару. Посмотрю, что там. Прогуляюсь. Раз уж так получилось, посмотрю, по крайней мере, что здесь сейчас в магазинах. Все-таки весна, новые коллекции. И, кстати, я видела прям, где я видела, в Украине, наверное, или где очень расхваливали прям коллекцию весеннюю в Заре. Цвета прям очень красивые, якобы весенние, насыщенные. Вот посмотрим сейчас, что здесь. Но пока не вижу ярко, не ярко, а розовых там. Пока такое все беж, 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 беж. Какая симпатичная, но теплая. Сейчас уже жарко на улице. Куда? Надо что-то полегче смотреть. Какие-то трикотажные штаны. Не знаю, на какую фигуру, на идеальную просто, потому что подчеркнет все, то, что видно и то, что не видно. Ну, вот такой лонг-слив с таким вырезом. Ничего такого я не вижу, что я видела в других видео. Видимо, все отличаются. Теплющий свитер, юбка вот такая вот. Ну, все такое довольно-таки, ну вот, куртки, ветровки, ничего. Неплохие брюки, но мне не нравятся вот эти вот строчки. Сейчас стали делать и на джинсах, и на всех подряд. Посмотрите, ну не нравится. Мне нравится просто цельная штанина без вот этого всего. Вот такая ветровка, ничего, но быстро надоест, мне кажется. 60 евро. Ну ничего, качество хорошее такое. Мне вот такой лук понравился. Ну, без этой рубашки. Мне понравилась вот эта вот юбка. Она такая невесомая и такой вообще обалденный такой, ну, сама ткань и такой принт. Вообще, смотрите, какой нежный. И внизу еще кружево. Ой, очень красиво. Еще под такие вот шлепанцы, мюли, как их там называют вообще. Смотрите, какая красота. В общем, девочки, я перемеряла здесь джинсы. Потом вот такой вот лонг-слив. Вот такие вот черные брюки. Мне показалось, это лен, но это не лен. Короче, с чем-то там. Но вообще лекало. Вообще ужасное. Как бы даже не хочу углубляться в это. Ну, а это как-то мешкообразно села. Прям вообще какая-то. Вроде бы она неплохая, но может быть на худенькую. Знаете, какой-то на мне как мешок. Хотя прикольная, симпатичная. Ну, что-то не то. Все, ладно, пойду дальше. Ну что, заглянул в Манго. Давно уже не заходила я в Манго. 100 лет как-то. Как-то, мне кажется, последнее время цены завышены. Уж лучше тогда заглянуть в Массимо Дутти. Вот, если уже, ну, вот по моей логике. Ну, сейчас зайду, посмотрю. Я же гуляю. Ну, Манго, знаете, более лаконично, более, конечно, нежели Зара. Вот, конечно, не знаю, какие цены. Ну, вот, пожалуйста, 46. Вот такая вот кофточка. Я не назову это футболкой. Такие блузки с бантами. Платья, костюмы. Ладно, сейчас что-то увижу интересное, покажу вам. Вот футболка 23 евро, смотрите. Вроде бы футболка, но в то же время она элегантная. Видите, с такими вот цветами, с гипюра или с чего-то. Интересно. Так, вот рубашки. Я вот думаю, рубашку, 40 евро рубашка стоит, бордовая. Недолго я там задержалась, все очень уж элегантное, прям очень такое вот женственное. Но мне некуда такое носить, к сожалению. У меня сейчас совершенно другой образ жизни. Вот прям наряжаться просто нет времени. В общем, зашла я только что еще в H&M. Тоже быстро вышла, не знаю, слышала, девочки там говорили, что вот в Европе H&M классный, а вот в наших странах такое себе. В СНГ, ну, я вам скажу, что сейчас
здесь такой же хлам. Не знаю, в интернете реально можно найти хорошие вещи, но здесь нет, ничего нет хорошего, приличного. Зайду я в Хима, куплю яиц. Вот этих вот шоколадных в баночку. Потому что, ой, может быть и декор какой-то хочется, знаете, какой-то декор, но какой-то такой, ну, ненавязчивый, знаете, вот эти все зайцы, яйца, ну, яркие. Ну, что-то вот прям не хочется. А вот смотрите, искусственные вот эти вот. А может они искусственные? 4,50. А вот эти ветки, боже, как вспомню, я в Украине за ними охотилась, искала. И даже не помню, где нашла, если честно. Прям искала. Искала. Ой, слушайте, давно я не заходила в Хима. Что-то он такой магазин, знаете, ну как бы, ну дороже, чем везде. И поэтому, если уже брать дороже, то зайти в H&M Home, знаете, в Zara Home. А здесь вроде бы как такое оно, середнячок такой. И кажется, что дорого почему-то. Пойду посмотрю на декор пасхальный, что там. Что-то хочется, знаете, такое поставить. Ну, прям, чтобы не совсем прям вот эти зайцы и все это. Такое было. Яйца здесь большие. Я только что видела маленькие. Посмотрите, какие шоколадные яйца. 2,19. Вообще дорогие. Смотрите, 8,59, 6. Ну это дорого, блин. Салфетки какие. Желтенькие. Вот эти мне нравятся. Смотрите, какие хорошенькие, да? Не знаю, без цены. Симпатюльные такие. Ну, смотрите, какая красота. Вишенки какие. Ну, только что я видела такое яйцо. Но оно стоит, извините, 11,50. Ну, такое, конечно, красивое. Такое нарядное. Будет вечером возле лампы поставить, играть. Прям как в дискотеке прям будет. Всякой милоты. Ой, гляньте, какие сумочки. Такие. С вишенкой. Вот отдельно продаются еще вот такие вот ручки, видите, такие. Как рюшами собраны. Бутылочки. Все такое нежное, все такое красивое. Такие цвета красивые, да? А домой принесешь, дома в своей обстановке оно и потеряется. Знаете, если оно стоит все рядом с такими же, как и оно, симпатичными, с предметами, имею в виду, а дома потеряется. Будет, я уже не один раз замечала такую тенденцию. Что-то нужно, чтобы все такое было, знаете, в одном стиле, все такое красивое. Смотрите, какой красивый. Приехал один трам, один за 3 часа. И столько людей приехало в ТЦ. До закрытия осталось 3 часа. Как они будут назад добираться? Потому что потом уже после 5 вообще пятерки ходить не будут. Может быть, десятки, да. Десятки получше ходят, но... Смотрите, сколько людей. В общем, девочки, я уже дома, купила воды питьевой. Ой, как хорошо. Сегодня ничего не готовили, окошко открыто. Так свежо дома. Вчера убрала, чистенько. Ой, прям обожаю такие моменты, когда не нажаришь тут, не навоняешь. Вот купила вот такую вот красоту весеннюю. Ой, боже мой, прицепилась. Купила в
Скажите, в вазочку вот эти вот сладости пасхальные. Так, хлеб, как всегда, каждый день. Куда он девается? Не прям бананы. Тесто взяла. Тесто сделать вот эти вот марку в тесте. Помидоры. Так, потом взяла, знаете что, сухое горючее. Я надеюсь, это оно. А может и не оно. Ну, наверное, оно. Я надеюсь, это оно. Помните, раньше было на крышечку или куда-нибудь положить и полить эту курицу опаривать. Потому что здесь куры продаются волосатые, но это невозможно вручную это все сделать. Только нужно сухое горючее. Потом взяла вот для уборки. Надеюсь, это оно. Сейчас проверю. Так, потом взяла шампунь. Такой, знаете, обычный, чтобы стояла в душевой кабине. Потом марку Барни, он любит очень. И взяла еще вот такие вот конфетки в вазочку. Тоже здесь, видите, вот здесь зайцы. Все мелко, вот которые были, яйца разобрали. Уже там поставали все по 6, по 8 евро. Ну, это бред. Они все одинаковые совершенно на вкус. И количество их чаще всего одинаковое. И для посуды. Все. Что-то... А, нет, пачку масла. Еще думаю, что тяжелая. Еще сумка. Все, вот это вот все. Вот. Ну, вот это вот вообще не дешево стоит, но она натуральная. Сейчас поставлю. Все-таки, знаете, Пасха скоро. Очень будет приятно. Вот, девочки. Принципиально не стала ни ломать, ни обрезать, потому что они такие красивые. А потом, может быть, еще докуплю пару веточек. Я видела, по-моему, Джамбо тоже продавались, но они такие высокие. А потом уже подровняю всех под один рост. И вот выложила конфетки пасхальные. Виноград съестся, уберет отсюда. Уберется и будет хорошо. И распушились. Посмотрите, я переставила в более широкую вазу розочки. Прям такой букет солидный такой стал. Такой пушистый. Так они были в кучу собраны. Это. У меня здесь глажка, девочки. Куча была огромная. Время есть. Настроение есть. И я тут быстренько решила пройтись. Уже большую часть уже сделала. Ну, прогладила. Осталась там скатерть, футболка и пару футболок. Там Марк сидит голодный. Нужно сварить ему что-нибудь на гарнир. Ну как голодный? У нас-то есть, там у меня есть и гречка, и колбаски, и ленивые голубцы еще. Просто он хочет макароны. Но он еще не делал свой протеиновый коктейль. Он обычно приходит с тренажерного зала, делает коктейль, а потом там через время кушает. Сейчас он там сидит, отдыхает, переписывается. Вот так, если быть точнее, то подумайте, лазила, ребенок голодный, ничего нет дома поесть. Так. Никто не сомневался, Марк гречку не захотел, картошку пюре не захотел, только макароны ему вари. Вот, грею эти, скажите, эти тефтели, не тефтели, ленивые голубцы. Там у меня девочки вчера спрашивали, сегодня. Вчера, сегодня, да, читаю в комментариях. Вот, соус почему такой густой, девочки? Потому что вот добавляю, сейчас вам скажу, меньше воды. Я вам показывала вот такое вот пюре. Вот такое пюре, оно просто очень замечательное. Я его обожаю, я вам уже когда-то говорила. Сливки туда и паста. Такая же Хейнс. И водичкой. Ну, водичка немного. Вот. И получается классная, густая такая подлива.